Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с новостями Армении и Азербайджана. Баку лечил российских миротворцев при набрежении. Сейчас на карте покажу, в чем дело. Так, это касается ситуации с названиями городов в Карабахе. Допустим, российские миротворцы называют Ханкинди Степанакертом, а Хаджавент Мартуни. Получается, как бы сказать, оскорбительно это слушать азербайджанцам, что на территории Карабаха название армянские. И вот сейчас такое заявление сделал МИД Азербайджана. Вызывает сожаление пренебрежительное отношение миротворческого контингента Российской Федерации к нашим обращениям. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана. Еще раз заявляем о недопустимости упоминания названий населенных пунктов на территории Азербайджана под вымышленными армянскими топонимами, в том числе использование выражения «территория Нагорного Карабаха». Ну да, миротворцы постоянно называют Карабах территорией Нагорного Карабаха. Призываем миротворческий контингент Российской Федерации не использовать в официальных сообщениях указанные неверные выражения. Надеемся, что наш призыв будет принят к сведению. Кроме того, мы требуем правильного указания названия нашей страны на опубликованной ими карте. И вот в чем дело. Считается своим долгом, что еще раз напомнить о том, что территория, упоминаемая в официальном сообщении контингента миротворцев, так указано. Они называют эту территорию Нагорного Карабаха. Это никак не может называться Нагорный Карабах, это просто Карабах. Является Карабахским экономическим регионом. Официальное название азербайджанских населенных пунктов, указанных как Мардакерт и Мартуни, нельзя это называть этими названиями, надо называть Агдере и Хаджавен соответственно. Ну да, они постоянно называют Ханкинди Степанакертом еще. Содержащие в указанном сообщении миротворческого контингента информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь в Шушинском направлении, в результате чего получили ранение 2 человека, совершенно безосновательно и не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию. В общем, постоянно этот конфликт, еще перестрелки идут каждый день сейчас. И еще обвинили, что азербайджанцы ранили 2 армян. Там во время перестрелки. Вот комментарий еще. А Васька слушает доезд. Да, российские миротворцы, которые там обосновались, Васька слушает доезд. Им совершенно плевать на заявление Министерства обороны Азербайджана. Там еще были заявления, с азербайджанской стороны уже всех, как сказать, серьезных, как сказать, организаций. Им все равно на все наплевать. Путин их прислал, они там свои дела делают, охраняют армян, вернее, они заодно с армянами, там это уже 100%, они, как бы сказать, их не уже помощники. Вот еще комментарий. А почему бы нам продолжать называть их миротворцами, типа, почему это название именно миротворцы? Они на самом деле совсем не миротворческий контингент, а ЧВК Вазген, правильно, или Ашот. Да, там сейчас в России есть ЧВК Вагнера, так почему сейчас это называется миротворцы? Это ЧВК Вазген, правильно, армянские имена, есть Вазгены, да. Они поддерживают Вазгенов и Ашотов. Как будет удобно, да, посмотрим, это им понравится, типа, российским миротворцам. Каждый из них, надо тыкать им в морду, как невоспитанных животных. Думаю, с сегодняшнего дня будет ежедневно напоминать им, что продление мандата их пребывания наше заявление будет. Да, они специально все это и провоцируют. Они думают, здесь вечно будет. Не, вечно никто здесь не будет на азербайджанской земле. По-любому Ильхам Алиев их отсюда выгонит, вытолкнет, даст пендель под зад. Потому что уже провокации постоянно уже нервируют уже и власть Азербайджана, и МИД Азербайджана, в общем, достали. Уже такая информация, что Лачин будет точно перекрыт уже. Сейчас такая паника там уже армян началась. И вот еще такое заявление сделала МИД Армении. Именно армяне сделали. Армения держит... это МИД Азербайджана сделал заявление, что Армения держит под оккупацией 8 сел Азербайджана.
Потому что, да, ситуация такая сейчас спорная, там на границе была, когда были эти перестрелки с 13 по 15, сейчас армяне сделали заявление, что, мол, вы оккупируете наши земли. И вот сейчас чем ответили МИД Азербайджана. Так, глава МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал утверждение министра иностранных дел Армении Рата Мирзояна так, в интервью Армен-Экспресс. Так, утверждение о том, что в результате столкновения, произошедшего в сентябре нынешнего года на недемилитаризованной границе в результате установки армянской сторон мин и провокаций против азербайджанских военных этих на позициях, Азербайджан якобы оккупировал территорию Армении, не имеет под собой никаких оснований. Так, об этом заявил МИД, глава МИД Айхан Гаджизаде. Не поддается логике то, что Армения, которая на протяжении почти 30 лет оккупировала азербайджанские территории, все еще держит под оккупацией 8 сел Азербайджана. Представляете, армяне еще держат под оккупацией 8 сел Азербайджана еще по всей границе. И сейчас поэтому и возникают эти вопросы демилитации и демаркации. Армяне кричат, что азербайджанцы уже Джермук почти захватили. А тут демилитация, демаркация, вообще не ясно, чьи эти земли. Азербайджанцы правильно в комментариях пишут, что тут Джермук в районе наши были все земли. Там в районе Кафана, Сюника тоже вот здесь возникли проблемы около Шурнуха. Тоже сейчас азербайджанцы стоят практически уже 500 метров, и армяне там в школах не могут учиться, их дети, они напуганы. В общем, все сейчас тут рядом, все проблемы, и не поймешь, как это решать. И вот сейчас начались эти разборки за эти земли, мол, кому это что принадлежит. Не поддается логике то, что Армения, которая на протяжении почти 30 лет оккупировала азербайджанские территории, еще держит под оккупацией 8 сел Азербайджана и не выводит полностью свои силы с территории Азербайджана. Продолжает военные провокации, обвиняет Азербайджан в том, что он занял какие-то позиции на демилитаризованной границе, тем самым препятствует работе комиссии, сказал Гаджизаде. Не следует забывать о том, что именно Армения долгое время отвечала на предложение Азербайджана о демилитаризации границы после Отечественной войны 2020 года. Деструктивная деятельность Еревана не способствует восстановлению мира в регионе. Говорю, сейчас тем дальше, тем все усложняется, эти проблемы демаркации, демилитации. Очень трудно сейчас будет разобраться, где кому чего земли. И комиссии пытались создать, ничего не получилось. Сейчас, говорю, каждый день возникают эти проблемы, перестрелки, и чем закончится еще непонятная ситуация, потому что уже все, накалилась обстановка и все, такая непредсказуемая сейчас обстановка на границе. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.